Около 10 сенсоров, около 30 автоматизаций, штук 15 логических переключателей. Сама выключается, когда уходишь, и сама переключается, когда засыпаешь. Про такую систему сейчас расскажу. Доброго времени суток! Хочу рассказать про свою систему автоматизации для системы вентиляции. В моей системе находится два двигателя. Сама система приточно-вытяжная с рекуперацией, в которой два двигателя. Управление этими двигателями происходит с помощью автоматизации. Вот, кстати, она открыла клапан одной из комнат на 50%, потому что CO2 стал выше 650 ppm. Я отслеживаю параметры, которые для меня важны, для того, чтобы оценивать, правильно ли работает система. Это важно в зимний период времени. Я слежу за температурой воздуха, притока после рекуператора, в данный момент 21,6. И я слежу за температурой на улице по двум датчикам. Это вот датчик, который находится непосредственно прямо около дома. И этот датчик, который предоставляется сервисом через интернет OpenWeather Map. Также я слежу за подключением двигателей, вернее за подключением микроконтроллеров, которые управляют двигателями. Также у меня здесь вынесен набор сенсоров для одного главного бинарного сенсора сна. Это значит, что бинарный, это значит, что он имеет всего лишь два состояния, включено или выключено. И он будет включен, сенсор сна, когда все 5 параметров, которые заложены в его содержании, будут соответствовать назначенным параметрам. Это оценивается активность, это датчик движения, который стоит в той комнате, в которой я сплю. Есть сенсор вероятности сна, он должен быть выше 80%. И есть два датчика освещения Xiaomi, это стационарный, который находится в комнате, и датчик освещения на телефоне. Когда все 5 параметров совпадут по нужным характеристикам, сенсор сна включится и сообщит системе автоматизации, что больше не надо проветривать в общем режиме, а надо включить ночной режим. В системе вентиляции 4 воздуховода, поток воздуха, по которым регулируется клапанами. Клапана могут открываться на 4 позиции. Они могут быть открыты на 25%, они могут быть открыты на 50%, на 75% и на 100%. На 25%, на 50%, на 75% и на 100% они открываются по содержанию CO2 в каждой комнате. Руками задаются параметры. Именно открыться на 25%, когда CO будет в таком-то диапазоне, открыться на 50%, когда выше, на 75% еще выше, ну и самые высокие, когда просто дышать нечем, это 100%. Ну вот я для себя определил, что больше 850, значит уже открываемся на полную, включаемся на полную, двигатели включаются на полную мощность и проветриваем до победного. Здесь вот блок, вот эти 4 плашки и вот это именно автоматизации, которые, вот эти 4 автоматизации, они управляют именно клапанами, насколько им открываться. А эта автоматизация, работа двигателей, закладывает логику, как реагировать нагрузкой на двигатели в зависимости от того, насколько открыты клапана. То есть автоматизация может оценить, что, например, откроется клапан в зале на 100%, тогда двигатель уже включится на 100%. Так, вот смотрите, для того, чтобы мне это продемонстрировать, как раз можно к следующему вопросу, что у системы есть автоматическая, вот именно вот это состояние, это автоматическая регулировка. Например, можно дождаться, наверное, это произойдет очень быстро. Сейчас датчик 654 в спальне, и он открыт на 50%. Когда он сейчас опустится меньше 650, клапан закроется на 25%, и тогда я расскажу про ручное управление. Вот, значит, опустился в спальный уровень ниже 650, и клапан в спальне закрылся на 25%. Значит, теперь можно отключить автоматическое управление клапанами. Теперь клапана не будут реагировать на изменения CO2, и можно вручную управлять двигателями. То есть управление клапанами отключено, а управление двигателями осталось. Соответственно, если
я сейчас захочу хорошенечко проветрить главную комнату, гостиную, то я открою его на 100%, и двигатели включатся на 100%. Таким образом реализовано ручное управление. Также можно отключить и управление двигателями. Тогда система становится абсолютно слепая, и с ней можно делать все, что угодно. Можно все клапана открыть, как вы считаете необходимым. За качеством воздуха я слежу с помощью датчиков CO2, которые стоят в каждой комнате. Но тут все зависит от вашего желания и ваших возможностей, потому что можно поставить сколько угодно датчиков. Это могут быть датчики ТВОК, это могут датчики быть, например, в котельной, которые будут следить за содержанием природного газа и только по совокупности будут оценивать качество воздуха. Например, если только 3 параметра совпадут в нужных критериях, то только тогда, например, будет принято решение, что воздух хорошего качества. Еще хочу сказать про автоматизацию, которая у меня включает ночной режим. Ночной режим у меня под собой подразумевает, что триггером является вот этот сенсор сна, о котором я говорил. Когда он включается, то у меня некоторые автоматизации, например, управления клапанами отключаются. Отключается автоматизация управления двигателями, и тут создается, грубо говоря, свой собственный такой отдельный блок, который дает указание открыть клапан там, где у меня находится спальня, на 100%, и он больше не будет меняться до тех пор, пока я не проснусь. И всего лишь задается 2 скорости двигателей. Это легкое проветривание, когда ниже 650, и такое более сильное проветривание, когда уровень CO2 поднимается выше 650. Соответственно, также по датчику сенсор сна утром, в тот момент, когда я просыпаюсь, выключится также по этим параметрам. Когда характеристики перестанут соответствовать заданным критериям, он будет выключен. Например, вот как сейчас днем я бодрствую, не соответствует один датчик освещения, не соответствует параметрам вероятность сна, то он выключен. Утром то же самое. Датчик, когда я подымусь, когда появится активность, когда возникнет движение, когда освещение будет выше 10, вот в моем случае, то он выключится. И это послужит сигналом для того, чтобы выключить ночной режим и включить обычную дневную стандартную автоматизацию. Я на этом остановлюсь, потому что я думаю, и так многое будет трудно для осмысления. Вот. Ну, подписывайтесь на канал. Дальше я буду рассказывать о каждом элементе отдельно и подробно. Тем более, что не все автоматизации, которые участвуют в управлении вентиляцией, здесь присутствуют. В ближайшее время я намерен рассказать о автоматизации, которая управляет вентиляцией в зависимости от того, находитесь вы дома или нет. Покидаете вы зону домашнюю или наоборот входите в нее.